Всем привет! Сегодня мы будем делать короб из гипсокартона для того, чтобы нарастить вот этот ригель. Надо, чтобы от стены было 60 сантиметров. И причем он будет ступенькой. С левой стороны наращивание будет на 30 сантиметров на расстоянии 72 сантиметра, а затем будет 60 и до конца. К этому коробу будет крепиться натяжной потолок, поэтому мы его немножко усилим. Скорее всего, там будет два слоя гипсокартона и частое расположение вертикальных профилей через 30 сантиметров. Но пока сделаем разметку. По потолку мы сделаем разметку с учетом двух листов гипсокартона, а это минус 2,5 сантиметра от 60. А внизу сейчас вот посмотрим. Это белый вариант с уголком уже, как вы видите. Но надо проверить его ровность. Здесь выставляем лазер под 0, под ригель. И смотрим, что у нас будет с другого конца. Так. Здесь тоже, в принципе, 0. То есть концы ригеля на одном уровне. Но вот середина зато прямо сильно заваленная. Вы увидите, что линия расходится. Так, и она расходится практически вот прямо с угла и расходится. Так, а сколько здесь в сантиметрах? 1 сантиметр ровно. Так, сейчас повернем чуть дальше. Ну, в принципе, вот здесь еще, 1,2. В общем, больше сантиметра здесь перепад возле стены. Настолько ригель неровный, его край. Ну, мы делаем разметку с учетом одного слоя гипсокартона. Делаем карандашные отметки для профиля и поворачиваем в другую сторону лазер. Там тоже делаем такие же отметки и отбиваем горизонтальную линию. Так как обшивка у нас ступенчатая, то кроме этой линии на ригеле нужно сделать еще несколько отметок. Горизонтальных, вертикальных и по потолку. Для этого мы выставляем осипостроитель параллельно длинной стене. То есть делаем одинаковые отметки на торцах на одинаковом расстоянии. По ним выставляем лазер и с его помощью делаем всю оставшуюся разметку. И под 90 градусов для маленького торца, вот этого, который у нас определяет ступеньку. И от этой же красной линии вдоль ригеля сдвигаем широкую часть на сужение, там где она у нас будет 30 сантиметров. Итак, вся разметка у нас готова. Горизонтальная, вертикальная и по потолку. Как видите, короб будет ступенчатый. На 72 сантиметра от стены с окном он идет в один уровень, на 30 сантиметров от длинной стены. Потом ступенькой увеличивается до 60 от стены. И так продолжается вдоль ригеля до конца. Теперь мы можем засверлить все направляющие профиля по нашим линиям разметки. С учетом, конечно, очередности сборки. Готово. Периметр мы присверлили. Вот здесь у нас остались зазоры между профилями для того, чтобы собрать первой торцевую стенку маленькую. Для того, чтобы туда вставился гипсокартон. Вот так.
Затем мы соберем маленький ригель, вот этот кусок, а потом уже большой. Но вначале прикручиваем гипсокартонную стенку на торец. Торцевой кусок гипсокартона должен быть больше на пару сантиметров и по ширине, и по высоте, для того, чтобы по нему сделать разметку. Разметку можно сделать по лазеру, по уровню, по отвесу, как угодно. Теперь вот видно, насколько кривой сам ригель, потому что полоска прилегает к нему, она одинаковая по ширине, но вот этот клин показывает завал самого ригеля, который, в принципе, заметен и на другой стороне. То есть вверх уходит внутрь. Такую же разметку делаем для профилей с внутренней стороны. Разметка для большого короба готова. Заодно можно опустить вертикаль и для маленького короба. Затем по этой разметке закручиваем направляющие профиля. Это наш дополнительный периметр, внешний. Направляющие профиля для расчерченных периметров мы закрутили. И для маленького короба, и для торца большого. Тут у нас используются и саморезы по гипсокартону, и по металлу для фиксации углов. Теперь нужно убрать лишний гипсокартон. Для этого ножом изнутри режем прямо под профиль. Просто проводим и все. И снаружи по обозначенной линии. То есть у нас это одновременно и ориентир для саморезов, и линия отреза. Теперь нужно теркой заровнять край. И в принципе все, торец будет готов. Затем будем собирать маленький короб. Так, торец собрали полностью. Теперь ставим угловой профиль на маленький короб, вот сюда, внизу. Здесь будет у нас CD-шка и две перемычки вертикальные на лепестках. В случае с маленьким коробом и нижней CD-шкой ничего выравнивать в каркасе не надо, потому что она сама по себе встает ровно и на коротких расстояниях не изгибается. Поэтому можно просто зафиксировать нижний профиль, вертикальные перемычки и зашить эту сторону в два слоя гипсокартона. С обшивкой маленького короба закончили. Снизу пока ничего делать не надо. Теперь соберем длинную сторону, боковую, в большом коробе. Но для того, чтобы сейчас не выставлять каркас в двух плоскостях, не мучиться, мы его вошьем туда. Для этого сначала закрутим один слой гипсокартона с запасом по высоте. Но перед этим сделаем разметку для вертикальных перемычек. Они у нас будут стоять через 30 сантиметров. Размер мы взяли от того конца, где дверь, по 30 сантиметров. Сделали разметку. То есть обозначили положение профилей, для того, чтобы когда мы будем крутить гипсокартон, в эти места не попадать саморезами. Пока прикручиваем полоски. С полосок первого слоя мы срезаем заводские края, для того, чтобы поверхность была ровная, без ямок. Затем выбиваем линии на уровне внутреннего настенного периметра. Две линии. Одну снаружи и одну изнутри. Итак, разметка у нас есть. Снаружи и изнутри. Теперь надо поставить вертикальные перемычки из CD-шек. С левой стороны через 30 сантиметров. Центр профиля. Почему CD-шки? Потому что в них легче попадать, когда будут крепить натяжной потолок.
Выглядят они вот так. Так как они у нас с лепестком, потому что на эту часть ложится направляющий профиль по линии, то для того, чтобы минимизировать нахлест металла, мы убираем вот эти две канавки. Оставляем только центральную часть как более плоскую. Потому что вот эти рельефы это достаточно такой сильный перепад дадут. Как ставить перемычки, у меня есть видео насчет вшитого каркаса, будет ссылка в описании. То есть там только разница в том, что у меня были CD-шки в том видео для подсветки, и не надо было вырезать эти канавки. Но здесь лучше вырезать, потому что у нас чистовой бортик под отделку. Все перемычки закрутили на их места. Так, сейчас поближе покажу, как это сверху выглядит. Вот. То есть треугольный вырез, через него проходит бита, все скручено на саморез по металлу. И еще одна прихватка через гипсокартон. Это для того, чтобы профиль не бегал вправо-влево. Теперь нужно по линии закрутить направляющий профиль. Он вкручивается снаружи саморезами по гипсокартону и изнутри к перемычкам саморезами по металлу. Нижний и внешний периметр у нас готов. Мы его прикрутили и снаружи, и изнутри к перемычкам. Так сказать, профиль у нас был урезанный напополам, но из-за особенностей доставки. Поэтому мы его состыковали на CD-шке. Получается 2 раза по 1,5 метра. Дальше все как обычно. Подрезаем гипсокартон изнутри, снаружи, отламываем, стираем. Проходимся теркой край и после этого устанавливаем нижние перемычки. Тоже из CD-шек, но уже через 40 сантиметров. Устанавливаем по разметке перемычки из CD-шек. В первую очередь крепим их возле стены саморезами по металлу. Затем выравниваем бортик с гипсокартона вертикально по уровню и крепим перемычки со второго конца. Таким образом у нас получается готовый каркас для обшивки. Зашиваем гипсокартоном нижнюю часть короба. Листы у нас по 1,20 м, поэтому обшивку нужно расположить так, чтобы стыки с нижней стороны не совпали бы по кругу со вторым слоем на боковой стороне. Практически готово. Осталось только дошить второй слой, вот здесь на длинной стороне вертикальной, и все. И еще провод пробросить надо внутрь от этого выхода центрального. Будут там светильники или нет, еще неизвестно, но провод там должен быть по желанию заказчика. Закручиваем второй слой. Как видите, он прокручивается более основательно, чем первый. Готово. Докрутили последний кусок второго слоя. И наш короб по гипсокартону закончен полностью. И даже мы туда провод закинули на всякий случай. У него немножко, конечно, нестандартная конструкция, потому что здесь 2 усиления для натяжного. Основное усиление это частые профиля, и дополнительное это второй слой гипсокартона. И еще один момент насчет отделки. Вот этот стык гипсокартона с ригелем, он запечатывается лентой и штукатурится. Штукатурится остаток ригеля вровень с гипсокартоном. Если вдруг возникнет такое сомнение, что стык этот не выдержит и треснет, то можно накрутить еще один слой гипсокартона снизу, так чтобы он дошел до стены. Но тогда вот в этом месте нужно будет загрунтовать и приклеивать гипсокартон на монтажный клей. То есть там, где саморезы, где профиля
крутится, а у стены он клеится. Это можно сделать, потому что гипсокартон везде ниже чуть-чуть, чем ригель. То есть на концах он практически вровень, а вот на всем остальном протяжении гипсокартон ниже. Поэтому можно без проблем наклеить, накрутить второй слой. Если вдруг возникнет опасение, что этот стык может треснуть. Ну а так, в принципе, все. На этом всем пока. Спасибо за внимание.